Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра! В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим важные дела в саду, на огороде, на цветниках с 9 по 12 июня 2022 года, а также рассмотрим, какие важные дела нужно запланировать в доме, по хозяйству, а также на что нужно обратить внимание по своему укреплению здоровья. А начнем мы сегодняшний выпуск с агрогороскопа, как всегда. Агрогороскоп с 9 по 12 июня 2022 года. Время киевское. 2 дня, четверг и пятница, 9 и 10 июня. Это время растущей Луны в знаке Весы. Ну и 10 до 20 часов 38 минут это будет продуктивное время. И затем начнется Луна без курса. Это период подготовки перехода Луны в знак Скорпион. Ну а сейчас рассмотрим все наши дела в световой день, когда мы можем все и многое, по крайней мере, и что-то посеять и высадить рассаду. Наконец-то можно уже будет высаживать рассаду. Но сразу же напомню, знак Весы – это время стихии воздуха, поэтому поливать во время посадки рассады, во время посева семян нельзя. Заранее за сутки подготовьте почву, хорошенько увлажните, а затем все работы выполняйте в весах. Итак, что можно сеять? В это время можно сеять семена цветов, ведь весы – это дни цветка, и весы покровительствуют также цветочным растениям. Поэтому сеем семена цветов, сеем горох, горошек, различные капусты, кормовые культуры. Вот меня спрашивали, когда же лучшее время посеять кормовые культуры для домашнего хозяйства. Используйте 9-10. Также в это время хорошо сеять различные лекарственные травы, кукурузу сахарную, подсолнечник, баклажаны. Это вот эти 2 дня у нас будут заняты работой в этом плане. Вот такие культуры им покровительствуют весы. Рассада. Да, любая рассада, цветочная, овощная, высаживаем. Цветочная рассада тоже высаживаем. Пересаживаем, перевалку делаем. Ну, у кого какие задачи, очень хорошее время для рассады. Снова же почва заранее увлажнена должна быть. Для комнатных цветов это значит посадка, перевалка, пересадка, но во влажную почву. Это можно делать. И очень актуальное, просто у меня сейчас почта и сообщения приходят, защита от вредителей болезней очень много их. Поэтому будьте внимательны. У нас есть специальный агрогороскоп в плейлисте агрогороскопы на июнь месяц 2022 года. И там есть специальный гороскоп по защите растений от вредителей болезней. Смотрите и записывайте, когда что делать лучше. Поливы в это время не проводим, и подкормки тоже. В саду. Вот здесь очень интересный момент. Те, кто высаживал различные саженцы в горшки, в контейнеры, закрытая корневая система, растения развиваются. Вот эти саженцы садовых растений, любые саженцы садовых растений можно высаживать в саду. Ну и, естественно, вот это 2 дня у нас, горшки, контейнеры, даже если купили, высаживайте. В это время очень хорошо, но во влажную почву без полива. Польете вот буквально скоро, в ближайшие дни. Актуально в саду защита от вредителей и болезней. Здесь хочу предупредить. Это будет вот 9-10 для разных регионов, в разное время, но сейчас пошел массовый лед плодожорки. Плодовая плодожорка просто уничтожает в саду яблони, груши, то есть плоды вот этих вкусностей, этих наших витаминных плодов. Будьте добры, обрабатывайте, наблюдайте. Это так быстро происходит сейчас с вредителями. Следите за ними. Кстати, на поздних сортах черешни и вишни та же самая ситуация. Снова же пошла черешневая, вишневая муха. Так что обработайте и предупредите различные проблемы с вашими садовыми растениями.
Зеленые операции у нас уже вот-вот полнолуние, сожженный путь полнолуния через пару дней начинается. Не используем эти дни для того, чтобы обрезать, посынковать, прищипывать. Ничего это не делается, иначе растения могут заболеть. А вот заготовки – прекрасное время в весах. Любые заготовки, это и консервация, и сушка, и заморозка, все это готовьте, все получится очень вкусно, будет хорошо храниться. Квашение в это время не проводим. Настойки здесь очень хорошее время для приготовления различных настоек. Рыбалка пока отменяется в некоторых регионах. И еще запрет на ловлю рыбы. И это связано с тем, что рыба занята сейчас тем, чтобы размножаться, оставлять после себя потомство. Так что не беспокоим рыбу. Сбор лекарственных трав – очень хорошее время. Растущая луна, все, что над землей, разных трав есть, листики, цветочки, стебли. Все это собирайте, но помните, все должно быть очень аккуратно для того, чтобы осталось после вас для других и вам же в следующие годы. Так что, пожалуйста, собирайте 9-10, очень хорошее время для лекарственных трав. Ну, а для комнатных овощей, это те овощи, которые у нас растут на лоджиях, на балконах. Кстати, некоторые уже завершают свое плодоношение. Допустим, огурцы, вот 40 дней отплодоносили, нужно другие высаживать или высевать. Вот мы сейчас это рассмотрим, эти дни, для того, чтобы продолжить вот этот зеленый конвейер у себя на окошке, на балконе или же в другом месте. У каждого своих. Есть у нас очень много людей, которые живут в квартирах и выращивают овощи для себя, для своей семьи в квартире, то есть на лоджии, на балконе, и у них все это прекрасно получается. Поехали дальше. Теперь у нас суббота и воскресенье. Вот знаете, мне нравится, когда те, кто работают, мне пишут, вот прекрасно, когда выпадают на выходные, замечательные дни для работы. Да, 11 и 12 Луна будет растущей находиться в знаке Скорпион. Но с 14 часов 58 минут 12 июня уже начинается сожженный путь полнолуния. Уже вот-вот само полнолуние. И поэтому мы 12 числа постарайтесь до 14 часов посевные и посадочные работы провести. Что мы можем в Скорпионе посадить? Это очень много растений. Огурцы, различные зеленые культуры, патиссоны, кабачки, бахчевые культуры, сахарная кукуруза, фасоль, бобовые различные, томаты, перец, баклажаны. Меня спрашивали повторные посевы для теплиц. Вот это можете эти дни тоже использовать. Томаты, перец и баклажаны. Ну, вот это тоже все, что я назвала. Мы до 14 часов высеваем семена для получения хорошего урожая еще до конца этого сезона. Для рассады очень хорошее время. Любой вид работы с рассадой, с любыми растениями, кроме садовых саженцев. Рассада овощных цветочных растений высаживается, пересаживается, переваливается. Все это хорошо. Ну, единственное, 12 до 14 часов сделайте эту работу. Для цветов, полива, подкормки, как раз хорошее время, посадка рассады, перевалка, пересадка. Но и не забывайте, что защита от вредителей и от болезней. Но 12 снова же все работы, имею в виду посадочные рассады, до 14 часов сделайте. Поливы в это время прекрасно, это стихия воды, подкормки тоже и под корень, и по листьям. Но старайтесь в дни Скорпиона, тем более растущая луна, использовать органические удобрения различные. Для сада очень актуально, несмотря на то, что бывают дожди, осадки, но часто осадки выпадают вне стихии воздуха, и земля не впитывает эту влагу, поэтому проверяйте, насколько под вашими садовыми растениями влажная почва, поливайте. Ну и, естественно, в саду очень актуальны сейчас подкормки и защита растений от вредителей и от болезней. Напоминаю, здесь никаких обрезок, никаких зеленых операций не проводим. Вот зеленые операции ни на садовых, ни на овощных, ни на цветочных растениях не проводим. Заготовки в дни стихии воды не делаем. Они портятся, цвет и качество
к сожалению, не радует. Квашение тоже не делаем, настойки тоже пропускаем, рыбалка отменяется пока, сбор лекарственных трав тоже не делаем. Ну а для комнатных растений, овощных, вот этот момент, когда можно посеять новые семена на рассаду, или уже у вас есть рассада тех же огурцов, вы хотите обновить, посадить, высаживаете. Очень хорошее время для новой рассады, для новых посевов, замечательное время. Мы прекрасно понимаем, именно это касается огурцов. Они наиболее дают больший урожай. Именно вот эти сорта или же гибриды, которые предназначены для выращивания на окне, на балконе, в закрытом таком пространстве, вот они дают урожай интенсивно 40 дней. Ну а далее урожайность падает. Поэтому новые высаживайте, высевайте новые семена и высаживайте новую рассаду. Здесь можно 11 июня высаживать все 24 часа, а вот 12 постарайтесь все эти посадки сделать до 14 часов. Ну и все сутки можно проводить полив и подкормочки наших комнатных питомцев зеленых растений. Продолжаем наш выпуск. Итак, рассмотрим сейчас все дела, которые можно проводить в доме, а также со своим телом. И это все мы делаем в доме и для здоровья с 9 по 12 июня 2022 года киевское время. Рассмотрим 2 дня, они очень похожи, эти все работы. 2 дня, четверг, пятница и затем выходные. Итак, кстати, мне один из пожарных недавно встретился и говорит: слушай, ну надо же, именно твои прогнозы, мы уже знаем, что в это время нужно быть очень внимательным, очень много пожаров. То ли знак стихии огня или знак стихии воздуха, здесь очень быстро разгорается искра в большой костер, а иногда и очень большой костер. Поэтому 9 и 10 июня будьте внимательны. Если топите еще печку, это у нас северные регионы еще сообщают, что у них холодно. Ну, а те, кто живет в средней полосе, на юге, будьте внимательны, очень быстро в это время загораются огни, костры, и трава сейчас уже высохла. Поэтому уходите от поджогов для того, чтобы не было проблем. Может сгореть и дом из-за травы небольшого количества. Лучше закопайте травку, она даст вам хорошее удобрение. Идем дальше. Что с тестом? А с тестом я это все испытываю. Да, вот это время. И растущая луна, и знак стихии воздуха. Нужно добавить чуть-чуть больше жидкости или уменьшить муки, потому что очень быстро высыхает тесто, и оно очень сложно с ним работать, если вот не соблюсти и не знать вот эти тонкости. Для рукоделия знак весы прекрасное время. Установилась внутренняя такая тишина, и творишь. Очень хорошее время. Стрижка волос. Будьте внимательны. Далее у нас и будет идти уже сожженный путь полнолуния. Поэтому запланируйте стрижку волос на весы, потому что здесь и скорпион нельзя будет, и полнолуние нельзя свои волосы подвергать различным обрезкам. Поэтому будьте внимательны. Стрижку волос запланируйте вот до полнолуния на 9 или 10 июня. То же самое с ногтями. Стригите. Красить волосы можно, но снова же предпочтение лучше отдавайте органике и красьте волосы. Мыть волосы тоже очень хорошо, потому что уже в скорпионе не качество будет очень плохое, перхоть появляется, жирный волос очень быстро становится. А вот в весах очень хорошо помыть волосы. Уход за кожей. Во время дней стихии воздуха клеточки заняты дыханием, они не хотят, чтобы их закрывали то ли питательным кремом, или сильно замачивали. То есть мы не делаем сейчас никаких вот этих, потому что все останется, намазал этот крем на руки самодельный, да любой крем, и потом он остается, не впитывается в кожу, и приходится снимать его салфетками.
Поэтому лучше вот перенесите, это уже будут у нас хорошие дни, хотя растущая луна, но в Скорпионе это получается хорошо, но давайте рассмотрим еще весы до конца, эти все наши дела важные. И очистка кожи у нас на растущей луне не проводится еще, зато ремонт прекрасно в весах получается, все ремонтные работы, и покраска, и побелка, проветривание вещей прекрасно, но здесь будьте внимательны. Обычно дожди идут в периоды стихии воды, но часто все циклоны перемещаются, потому что это знак стихии воздуха, и быстро перемещаются именно в эти периоды, когда воздушные массы переносят влажные массы, поэтому в это время может быть дождь. Так что будьте внимательны, заранее посмотрите прогноз, и только когда солнышко, ветерок, проветривайте свои вещи. Не рекомендую в это время стирать, качество никакое и уборка тоже никакая. Ну и для начала инкубации не очень хорошее время, поэтому мы пропускаем эти дни. Ну а теперь вот выходные дни, что можно делать? Смотрите, в Скорпионе дым, может быть, когда вы камин будете разжигать или печку, знаете, что в знак стихии воды вот этот вариант возможен. Но там, где сильно сухо и не было дождей, конечно же, может гореть, тоже могут быть пожары, но они уже не так быстро появляются, количество их меньше. Далее тесто в знаке стихии воды ведет или плывет, у нас по-разному некоторые хозяйки называют, поэтому я два слова пишу. Это когда у нас еще мама говорила ридное тисто, редкое, вот оно вот плывет. Вот этот момент, когда нужно добавить муки или же уменьшить количество жидкости. И вот сейчас наступают такие моменты. Смотрите, здесь все нет, 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 только вот да, уход за кожей. То есть рукоделие в это время не принесет удовольствия и качественной работы. Не стригите в это время волосы 11-12, не стригите ногти, не красьте волосы, не мойте волосы в это время. Кроме ухода за кожей, вот можно крем наносить, впитывается очень хорошо. Не занимайтесь очисткой кожи, ремонт отложите на более поздний период и не проветривайте вещи. В Скорпионе очень быстро притягиваются различные неприятные запахи на ваши вещи. Даже если вы стираете, а в это время очень хорошо стирать, постарайтесь, высохли ваши вещи и сразу же снимайте, чтобы они не накапливали неприятные запахи. Уборка в это время и стирка очень хорошо, то есть 11-12 выходные делайте генеральную уборку, генеральную стирку. С инкубацией пока у нас время откладывается на чуть позже. Позже этот период будет уже скоро, и мы о нем будем говорить. Луна для здоровья. Итак, рассмотрим период. Первый период 9 и 10 Луна в знаке Весы, а в это время уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная система и система желез. В дни весов нельзя проводить урологические операции как раз на тех органах, на которых мы сейчас определили внимание свое. Но зато что можно делать? В это время успешные операции в области головы, эффективно лечение зубов, уши тоже можно лечить, а также удачное время для удаления зубов. Обратите внимание на то, чтобы ваши ноги и область таза были в тепле, потому что нельзя в это время простужать свои почки и мочевой пузырь. Ну и также не употребляйте в это время алкоголь. Идем дальше. 11 и 12 Луна будет находиться в знаке Скорпион. А в Скорпионе уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы, мочеполовая, нервная система. Ну, естественно, в это время продолжаются требования. Ноги и область таза должны быть в тепле.
Кстати, уязвима половая система, особенно у мужчин. Поэтому все операции, которые связаны с различными половыми органами, нужно отложить на другое время. В это время обостряется геморрой, мочевой пузырь может болеть, эрозия шейки матки беспокоит, фолит, то есть воспаление яичников. И вся воспроизводительная система может быть подвержена различным стрессовым ситуациям. Поэтому будьте очень внимательны. И тепло, а также с лекарствами будьте внимательны, чтобы не употреблять переизбыток лекарств, не увлекайтесь, а также химические различные лекарства, тоже будьте внимательны, их не употребляйте или же уменьшенную дозу. В это время можно лечить эндокринную систему, кроме предстательной железы, а также верхние дыхательные пути. Можно удалять гланды, аденоиды, лечить гайморит, а также можно лечить зубы. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили, как всегда, Раиса Греченко и Александр Волик. Желаем вам, как всегда, мира вашему дому, добра в ваших домах, благополучия, крепкого здоровья вам, вашим семьям, а также здоровья вашим растениям и хорошего вам настроения. Пусть будет мир везде, и пусть над всеми будет светлое голубое небо. Посылаем всем вам свет божественной любви. И до новых встреч на нашем канале. Пока-пока!